Вы, вероятно, думаете, что мадлен – это просто милое, маленькое французское печенье-ракушка. Но на самом деле даже крошечный нюанс в технике или в составе полностью все меняет. В этом видео будет детальный кулинарный тест. Мы сравним 3 эпохальные просто версии мадленов. Вы выясните, какая из этих версий больше всего нравится именно вам, и напишите мне про это в комментариях. История мадлен началась в городке Коммерси в Лотарингии, где рецепт, как говорят по легенде, проложил себе путь от горничной по имени Мадлен к ее герцогу, а затем прямо в Версальский дворец. Начнем с оригинального рецепта Коммерси, самый старый и самый оригинальный рецепт. Техника довольно простая. Мы взбиваем сливочное масло и сахар и постепенно одно за другим добавляем 6 яиц. Туда же мы вмешиваем муку с разрыхлителем, добавляем соль и, что очень важно, что отличает этот рецепт от всех остальных, мы добавляем апельсиновую воду. Тесто получается очень жидким, и его легко перекладывать в формочки. Выпекаем мадлен ровно 10 минут при 200 градусов Цельсия или 400 Фаренгейтов. На выходе плотная структура, светлый цвет и эта вот хрупкая, почти стеклянная корочка с наружной стороны. Как вы видите, если намазать формочки маслом, то поверхность ваших мадленов не будет стеклянной, она будет более рыхлой. Ну и как всегда, полный рецепт и подробные разгромовки в описании под видео прямо рядом вот с кнопкой, которую вы точно захотите нажать, чтобы подписаться на мой канал. Ну хорошо, а теперь переходим к самому популярному рецепту, который называют классическая мадлен. Это самый популярный рецепт мадленов, которые повсеместно делают по всему миру. Ингредиенты здесь практически те же самые, только техника принципиально отличается. Давайте расплавим сливочное масло, это очень важно, чтобы оно не кипело и чтобы оно не было горячим. Мы взбиваем яйца с сахаром и для вкуса и влажности добавляем цедру и свежевыжатый сок лимона. Добавляем соль, всыпаем муку и разрыхлитель. И вот секрет влажности. Растопленное сливочное масло. Обязательно не горячее и обязательно его надо добавлять в самую последнюю очередь. Все хорошо перемешиваем и раскладываем по формочкам. Это можно сделать как из кондитерского пакета, так или просто ложкой. Как и в первом рецепте, формочки заполняем всего на 2/3. Классику я пек на 1 минуту дольше, 11 минут при 200 градусах Цельсия, специально, чтобы вам показать, насколько важно соблюдать время. 1 лишняя минута в духовке нам дает более темный, насыщенный золотистый цвет. Вот, сравните с оригиналом. По текстуре в середине она не такая плотная, как Коммерси, но тоже еще остается нежной и влажной. Более рыхлая серединка, сильнее раскрыты альвеолы и более рыхлая по текстуре. Ну и напоследок мадлен, которая на самом деле это и не мадлен, она просто запуталась в своей идентичности. Это так называемый английский метод приготовления мадлен. Почти все пекарские книги на английском, как, например, вот эта замечательная книга, вам дадут именно этот рецепт английских мадлен. По сути, это фактически кекс в форме ракушки. Он как бы не стремится к идеальному бугорку, он просто хочет, чтобы его любили за то, что он вкусный. Ингредиенты похожи на 2 предыдущих вида мадлен. По технологии это простейший кекс. Мы взбиваем мягкое масло и сахар, мы добавляем туда яйца, вмешиваем туда муку с разрыхлителем и солью, и тесто получается немного плотным. Тесто можно ароматизировать лимоном, или мандарином, или шоколадом, или любым другим вкусом. От этого суть его особо не поменяется. Перекладываем формочки с помощью кондитерского пакета или просто ложкой. Важно не заполнять формочки больше, чем на 2/3. Вы сейчас увидите, как я их немного переполнил, и мои мадлены повылазили.
Выпекаем мы его 10 минут при той же температуре 200 градусов Цельсия, 400 Фаренгейта. И в итоге мы получаем мадлен с текстурой, которая просто разваливается во рту, как свежий маффин, и у которой практически нет бугорка. Мадлены по этому способу получаются рыхлые, разваливающиеся, как обычный кекс. Ни о какой зеркальной поверхности тут, конечно, речь не идет. Это тесто, это обычный спанч-кейк. Тесто-губка, знаете такого персонажа SpongeBob SquarePants? Вот точно такое же тесто тут получается. Итак, 3 мадлена, 3 разных мира. Коммерси – самая плотная структура, самая светлая, идеальная стеклянная глянцевая корочка. Классика – текстура в середине, самая влажная, цвет немного темнее, потому что мы его выпекали немножко дольше. И английская мадлен, ее текстура рассыпается, как обычный маффин, а бугорок решил на этот раз просто не появляться. После дегустации становится ясно, что по балансу текстуры, влажности и классической элегантности коммерси легко побеждает. Посмотрите сейчас на все 3 варианта снаружи, внутри и на разрез, и поближе обратите внимание на разницу на разрыв. Ну и как финальный штрих, чтобы украсить нашего победителя, сделаем простую глазурь. Идеальная глазурь должна быть простой и кислой, чтобы разрезать сладость. Нам всего лишь понадобится только сахарная пудра и свежий лимонный сок. Ничего лишнего. Идеальная глазурь, она как хорошо подобранный аксессуар. Она должна быть минималистичной, но идеально подчеркивать вкус. Перемешиваем сахар с лимонным соком до состояния густого сиропа и наливаем на мадлен. Мадлены замечательно получаются с шоколадом, с фисташками, с мандаринами, с имбирем. Не ограничивайте свою фантазию, попробуйте то, что вам больше всего нравится. Итак, что вы для себя решили? Коммерси, классика или английский кекс? Пишите в комментариях. Приятного аппетита!